Я вкратце расскажу, как мы вырастили эти растения. Буквально в течение нескольких минут все моменты, как мы их выращивали. Начнем с того, что этим растениям порядка 30 дней после проведения посева. Мы их сели в кассету, затем провели пересадку вот в такие рассадные стаканы. Ну, часть вот в таких стаканах у нас, а часть даже в стаканах поменьше. Вот здесь где-то 150, меньше 200 миллилитров, вот серенький. И черный, ну, наверное, так около 300 миллилитров, друзья. Разница, ну, есть небольшая разница, конечно. Но, тем не менее, растение и в маленьком стакане выглядит не намного хуже, хотя и немножко меньше оно. Друзья, вот пересадка из кассеты в стакан и было первым действием, которое положительно повлияло на развитие растений. То есть, благодаря вот этой пересадке, а затем и раздвижению стаканов между собой, мы получили крепкое вот это растение, такое коренастое. Мы предотвратили его вытягивание. Если бы мы продолжали выращивать в кассете, то растения соседние, они бы потянулись. А так мы мало того, что дали развитие с помощью большого объема почвы для корня, также мы дали развитие и надземной части, раздвинув растения между собой. Все, листья пошли нормально развиваться. Следующий момент, друзья, по поливам. Что касается поливов. Ну, поливы бывают эффективными, если правильно подобрана почва. Почва должна быть не только легкая, рыхлая, влага, воздухопроницаемая. Мы это все знаем с вами, все это слышим каждый раз от многих людей, но также почва должна быть влагоемкая. То есть, друзья, вобрав в себя много влаги, эта почва должна не препятствовать проникновению кислорода, воздуха к корневой системе. Если почва после полива сможет уплотниться, если она уплотнится после полива, то понятное дело, что кислород к корневой системе не поступит, корень не сможет дышать, он перестает работать, и тогда мы хоть зальем водой почву вокруг, ну в стаканчике в этом, корень все равно не возьмет эту воду и не подаст ее вверх. Вот буквально перед съемками видео я вышел в рассадник, листочки на этих огурчиках были слегка опущены. Ну, просмотрели с поливом, потому что все-таки ограниченный объем стакана. А вот если так немножко цифр, друзья, взрослое растение огурца, высаженное в грунт, за час теряет при солнечной погоде 250 мл воды. Испаряет, по сути. Процессы транспирации выносят из растения граненый стакан воды, каждое растение огурца. Но в почве, когда растение высажено, неограниченное пространство, и там корень где-то найдет. Там не так опасно. Другое дело, вот пересушивание рассады в контейнерах. Следующий момент, друзья, по температурам. Вот рассказывать буду не так, как правильно это делать. Я знаю, как правильно делать. И наверняка многие из вас тоже знают, какие идеальные температуры для выращивания огурца, ну и других растений, да? Я расскажу, как получается у нас, друзья. Вот температурный режим – это один из немногих параметров, который самое трудно регулировать при выращивании растений в теплице. Почему? Потому что мы можем регулировать режим влажности, полить, не полить. Мы можем регулировать с точностью режим питания, подкормить, не покормить. Но температура, друзья, вот смотрите, в солнечную погоду пленочная теплица у нас, мы не имеем никакой возможности уменьшить эту температуру, несмотря на то, что, смотрите, у нас открыты вот бока, у нас нет форточек маленьких, у нас, если идет открытие, то по всему периметру теплицы, за исключением торца и передней части, там не открывается, но вот бока у нас по обоим сторонам теплицы полностью открыто на всем протяжении. В солнечную погоду иногда и это не спасает. Пока солнце еще недостаточно высоко и не так жарко, мы сталкивались с температурой в этом рассаднике вот этой весной порядка 30 градусов при полном открытии бочин. Летом будет хуже, будет и 40 градусов, мы будем видеть, даже затеняя пленку, ну, теплицу нашу сеткой. Тем не менее, вот регулировать, нет кондиционера у нас, солнце регулирует, яркое солнце, жарко. Ну и, соответственно, ночью тоже не получается выдерживать температуру, какой она должна быть. Печка, печное отопление, где-то жарко, а где-то в углу холодно и так далее. Вентилятор, конечно, работает ночью, но он не всегда способен дать теплого воздуха поток туда, куда нам нужно. В общем, температурный режим у нас колеблется, в ночное время понижение происходит
8-10 градусов. Да, кратковременно, но такие пониженные температуры я фиксировал на градусниках, которые у нас расположены в разных частях теплицы. Друзья, вот смотрите, это крайне низкая температура для выращивания теплолюбивого огурца. Соответственно, если бы растение не имело устойчивости к таким стрессам, оно бы давно загнулось. В начале выращивания мы рассчитываем на то, что растение будет питаться тем, что есть в почве. Для того, чтобы растение могло нормально питаться почвенным плодородием, ну, назовем его так, питанием, которое находится в стаканчике в этом изначально, друзья, нужно составить правильно почву. Мы составляем песок речной, который вообще не имеет никакой питательной ценности, торф некоторую ценность имеет, перегной коровий достаточно питательный и чернозем тоже достаточно питательный. Все это перемешиваем в равных частях раз. И вот в этом субстрате, самостоятельно изготовленном, наши растения нормально развиваются, в принципе, ну, достаточно длительное время. Вот этим огурчиком мы проводили 2 подкормки, когда появились, ну, 3-й настоящий лист, сейчас по 6 настоящих листов, мы проводили подкормки минеральным удобрением с формулой 20-20-20, 10 грамм удобрения на 10 литров воды. Вот 2 таких небольших регулирующих подкормки. И растения выглядят на данный момент вот так. Но не благодаря этим подкормкам, не только, точнее, благодаря этим подкормкам. Может быть, можно было обойтись, в принципе, и без этих подкормок. Растения выглядели бы, может быть, не настолько развитыми, но, тем не менее, тоже неплохо. Поэтому, друзья, вот насчет подкормок, к подкормкам нужно обращаться в последнюю очередь, когда у растения наступает какая-то критическая фаза, ну, это, допустим, нарастание зеленой массы, надо азотом чуть-чуть помочь растению. Допустим, когда налив плодов начинается, тоже критическое. Ну, бывают некоторые растения требовательны к подкормкам в период цветения и так далее, после плодоношения. Но не надо проводить бездумно эти подкормки. Они вместо того, чтобы помогать, они иногда даже могут мешать нашим растениям. Поэтому вот все, если будем делать сбалансированно, все делать своевременно, то растения всегда у нас будут и красивые, и приземистые, и жирненькие, и, конечно же, порадуют урожаем.